Всем привет! Вместе с этим видео одновременно на канале вышел и другой ролик, где мы уже обсуждаем 10 вещей, в чем Android лучше iOS в 2019 году. Ссылка на него есть в описании. Если же вы перешли с того ролика на этот, то можете переходить вот по этому тайм-коду, потому что вступление у них будет одинаковое. iOS и Android сегодня, пожалуй, ни для кого не секрет, самые популярные мобильные операционные системы в мире. И достойных альтернатив либо конкурентов для них попросту нет. А ведь на самом деле мобильных операционных систем было не так уж и мало, и некоторые из них даже до сих пор существуют. Например, Symbian, Windows Mobile, Ubuntu Touch, FireOS, Selfish OS, PalmOS, BlackBerry OS, еще много чего есть на конце. Все это операционные системы, и некоторые из них вы, может быть, даже до сих пор помните. И вот, когда в мире осталось, по сути, только две доминирующих операционных системы, то есть iOS или Android, я решил сделать некий топ тех вещей, в чем та или другая операционная система лучше другой. И в будущем, скорее всего, каждый из них позаимствует эти фишки у конкурента. Ведь ни для кого не секрет, что iOS и Android каждый год становятся все ближе и ближе похожи друг на друга. Также стоит отметить, что мы будем сравнивать iOS исключительно с чистым Android. Так что, пожалуйста, не пишите в комментариях, что на MIUI, Flyme, YumiUI половина из того, что я перечислю, уже есть. Мы и так это прекрасно знаем. Лучше напишите, какие уникальные фишки есть в разных оболочках, которых нет больше попросту нигде. И возможно я их соберу и даже сниму отдельное видео про них. А теперь переходим к 10 вещам, в чем iOS лучше Android в 2019 году. Поехали! Первое, это, конечно же, время поддержки устройств, которые работают на операционной системе iOS. Например, на последней презентации iOS 12 самый старый девайс, который получил обновление, это iPhone 5s, который представили еще в сентябре 2013 года. Для примера, оригинальный Pixel получил всего 2 года официальных обновлений и уже не получит следующий 10 Android официально. Второй и третий Pixel получили по 3 года официальных обновлений. Собственно, это одна из причин, почему смартфоны от Apple всегда стоили так дорого. В цену устройства закладывается как минимум 5 лет поддержки. Второй пункт – это удобный и логичный механизм свайпов. Когда я даю в руки свой Pixel 2 с одной навигационной клавишей людям, которые про него ничего не знают, они попросту не могут понять, как это работает. Да даже некоторые обзорщики, когда вышел 9 Android, не знали, что быстрый свайп вправо переключает 2 последних запущенных приложения. И наоборот, вы скорее всего не слышали ни один негативный отзыв про систему жестов в iOS. Все потому, что она интуитивно понятна и логична, вы к ней привыкаете мгновенно, в то время как на Android нужно реально первое время заставлять себя пользоваться жестами, настолько они не интуитивные. Третье – это iMessage. Apple удалось создать встроенный мессенджер, который по удобству и функционалу порой не уступает многим своим аналогам. Если вы хоть раз наблюдали за пользователями iPhone, то могли заметить, что очень многие общаются с другими владельцами iPhone в iMessage, а не в Телеграме или ВКонтакте. Кто не знал, iMessage работает как обычная программа по приему SMS, но если вы подключены к интернету, вы можете обмениваться фотографиями, стикерами, геолокацией. В США можно даже деньги отправлять другим пользователям iPhone. Google же в свою очередь пытался выпустить на Android какой-то собственный мессенджер, и каждый раз они терпели фиаско. Лучший пример — это мессенджер Allo, который представили 2 года назад, но он уже будет закрыт в этом году. В будущем я хочу рассказать, как Google собирается сделать революцию в обмене SMS и тем самым создать свой iMessage, но пока что iOS в этом плане лучше. Четвертое – Siri Shortcuts или команды. В целом, это практически общепринятый факт, что Siri от Apple намного хуже Google Ассистента. Про это вышло очень много видео и тестов. Но на последнем WWDC Apple анонсировали Siri Shortcuts. Что это такое? В специальном приложении команды можно создавать сценарий действий для Siri, когда вы ей говорите определенную команду. Причем этими сценариями можно даже делиться с другими людьми, и существуют тематические сайты, где люди выкладывают свои лучшие сценарии. У Google Ассистента есть похожий сервис, но на момент записи этого видео на русском языке он попросту выпилен, и те, кто ими пользуется даже на английском языке, отмечают, что сервис попросту очень сырой. Вы можете объединять в одну команду несколько команд для ассистента, но интеграциями с другими приложениями, как есть у Siri Shortcuts, такого в Google Ассистенте нет. Пятое. Вместе с iOS 11 Apple добавили встроенную запись экрана. Добавляйте ее в пункт управления и с помощью одного тапа можете производить запись экрана. Очень полезная штука, если нужно что-то кому-то объяснить. Это легче, чем писать или скидывать скриншоты. Как я говорил в начале, мы сравниваем iOS только с чистым Android, и по какой-то неведомой для меня причине Google до сих пор не добавили встроенную запись экрана в Android. Хотя о чем говорить, они даже редактор скриншотов-то только в 9 Android добавили. Какая там запись экрана на уровне системы? Забудьте. Тем не менее, есть надежда, что в 10 Android запись экрана таки появится. Можете посмотреть недавнее видео про слитый Android 10Q. Шестое – AR или дополненная реальность.
В далеком 2014 году Google объявили о Project Tango, проект, который должен был развивать дополненную реальность. Позже, в 2016 году, Google объявили о партнерстве с Lenovo и выпустили смартфон, который единственный поддерживал технологию Project Tango. И вот, в марте 2018 года Google наконец-то объявляет о начале распространения AR Core, который должен принести дополненную реальность на большинство современных смартфонов под управлением операционной системы Android. А сделала это Google, знаете почему? Потому что за год до этого Apple объявили о добавлении AR-Kit в iOS, с помощью которого разработчики могли создавать приложения с дополненной реальностью. В итоге, сейчас, начало 2019 года, в iOS 12 Apple добавили офигительное приложение рулетка для измерения пространства с помощью камеры, создаются новые возможности для разработчиков, там уже IKEA подключилась, образовательные программы создаются с помощью дополненной реальности и тому подобное. Вы можете спросить, а что сделала Google за все это время с AR Core? Правильно, Железного Человека и Капитана Америку добавили в камеру и еще много других стикеров. Один раз попробуйте и просто забудете. Сделали приложение, где можно рисовать линии, а потом делать с ними фото или видео, а также сделали свою линейку. Но посмотрите, как она работает, и сравните с тем же самым аналогом, но на iOS. Седьмое – жест для управления смартфоном одной рукой. Когда на iPhone и iPad была еще физическая кнопка с датчиком отпечатков пальцев, вы могли просто тапнуть 2 раза по кнопке и экран опускался вниз. Когда добавили жест, вы можете просто провести пальцем вниз и экран также опустится вниз. Это очень удобно, особенно когда средняя диагональ смартфонов каждый год все растет и растет. В чистом же андроиде о таком можно даже и не мечтать. Да даже в встроенном лаунчере действия для свайпа вниз не могут добавить для вызова шторки, только жест с отпечатком пальца. По поводу опускания экрана, да даже всевозможные оболочки не смогли, насколько я знаю, реализовать в должной степени то, что в iOS уже присутствует много лет и заметно облегчает жизнь пользователям взаимодействовать телефоном с одной рукой. Восьмое – приложения, а точнее их качество и уникальные предложения. Для того, чтобы разработчику добавить свое приложение в App Store, ему нужно будет пройти кучу проверок с соответствием качеством App Store. Из-за этого очень много шлака и мусора просто не попадает в App Store. В Play Market не такая жесткая система модернизации, и вам могут попасться мошеннические приложения, особенно по какому-нибудь заработку. Либо разработчики переименовывают себя в 1 миллион загрузок, делают клон популярного приложения и наживаются на невнимательных пользователях. По поводу уникальных приложений. Очень часто распространена практика, что сначала крупные проекты выходят на iOS, а потом только могут выйти на Android. А очень многие крутые приложения и проекты даже не доходят до Android, потому что принято, что владельцы смартфонов Android менее платежеспособны. Соответственно, зачем разработчику тратить время, силы и деньги, ведь потом его разработка может попросту не купиться и не приносить той прибыли, которая ему приносит iOS. Девятый пункт – работа системы как на планшетах, так и на смартфонах. Давайте посмотрим на любой планшет на Android и iOS. В случае Android это попросту Android на увеличенной диагонали дисплея. Разницы с мобильной версией никаких. Интерфейс по большей части практически не адаптирован для больших экранов. Нет никаких дополнительных интерфейсных решений для планшетов. Нет специальных приложений только для планшетов. Обычно это увеличенные версии мобильных приложений. На замену Android для планшетов пришла Chrome OS, но это уже немножко другая история. Что по поводу Apple, до 11 версии iOS также была по большей мере увеличенным iPhone. Сегодня же многие сравнивают их с компьютерами. Интерфейс адаптирован для больших дисплеев. Есть конкретные ПО для дизайнеров, музыкантов, инженеров и тому подобное. Финальный 10-й пункт, который я выделил, это общий дизайн системы. Что мне всегда нравилось в iOS по сравнению с Android, так это стандартизация мелких деталей дизайна операционной системы. Что я под этим подразумеваю? Например, есть стандарт, что основные элементы в приложениях располагаются снизу, значит так будет во всех системных приложениях. Значки элементов системы выполнены в одном дизайне. По большей мере нет таких вещей, которые бы выбивались из общей картины в iOS. В Android же только начинают к этому приходить. Потихонечку заставляют разработчиков переходить к круглым иконкам приложений. Тем не менее, в системных приложениях везде своя логика. Где-то меню гамбургер, где-то как на iOS нижний бар, где-то меню широкое, где-то узкое. Также, если вы перешли на системные иконки без заполнений, то сделайте это везде. Почему где-то остались иконки с заполнением? Почему где-то в настройках напротив пунктов есть иконки, а в другом месте ни одного, хотя видно, что место под него есть? Почему, если вы имитируете экран смартфона в многозадачности, то на Pixel 2 XL он квадратный, когда он должен быть с закруглениями? И таких недоработок в Android, к сожалению, очень много, если присмотреться. Нет в Google того человека, который бы отвечал за стандартизацию Android. Каждая команда клепает что хочет. На этом мы закончим. Может показаться, что я с какой-то ненавистью отношусь к Android, но на самом деле я хочу, чтобы Android становился только лучше и принимал все самые
самые крутые фишки от конкурента. Напоминаю, одновременно с этим видео на канале вышел другой ролик, только там мы уже сравниваем 10 вещей, в чем Android лучше iOS. Ссылка на него будет в описании, либо сейчас появится где-то вот здесь в правом верхнем углу, так что можете переходить и смотреть. Не забывайте ставить пальцы вверх, если этот ролик вам понравится. Ну а у меня на этом все. Всем удачи, всем пока.